Всем привет! Это видео будет посвящено комментариям, которые вы оставляете на моем канале, за что вам спасибо, так как это помогает развивать мысль моего рассказа о рунах. В вашу жизнь вошли руны, а точнее вы узнали о какой-то одной руне в тот момент, когда вы в чем-либо нуждались и вам нужна была помощь. В поисковик интернета вы вбили ключевые слова, посредством чего подтянулся видеоролик, либо статья, из которой вы поняли, что этот символ поможет решить вам ваши проблемы. Именно с этого момента начинаются ошибки. Основные ошибки, которые допускает каждый из нас, который в свою жизнь впускает руны. Ошибка заключается в том, что по какой-то причине именно в тот момент мы даем себе право на то, чтобы использовать руны практически и втягивать их в нашу жизнь, то есть создавать физически. Давайте будем откровенными. У вас была нужда, вы нашли ответ в интернете, который дает вам объяснение того, что вашу проблему, ваше желание можно решить. Но скажите, что изменилось именно в тот момент в вашей жизни, а конкретно именно с вами, что вы дали себе право на то, что вы можете начертить какой-то символ, дать этому символу силу, чтобы менять процессы, менять время, влиять на каких-то людей, на события, то есть создавать мир. Разве достаточно только того, что вы узнали об одной руне и об возможностях этой руны, что сразу дало вам такую силу? Не хочу никого из вас обидеть, потому что сам пережил это в своей жизни. Когда впервые вы узнаете про руны и об их возможностях, вы получаете информацию о том, что в вашей жизни у вас есть возможность уделить этому ваше время. И не более. Если вы узнали о рунах и хотите в деталях разобраться, что к чему и как с этим жить, начните накапливать информацию в этой теме. Читайте и смотрите всех возможных авторов. Уже там вы найдете очень много несостыковок и противоречий, которые будут стоять между этими авторами. В определенный момент вы начнете чувствовать, как каждый из авторов относится к рунам. И в процессе накопления этой информации начнет рождаться ваше собственное отношение к рунам. Поймите, руны – это не просто символы, не просто какие-то знаки. Руны – это проводник между вами и высшими силами. И когда вы понимаете суть рун, и они начинают проявляться в вашей жизни, вы начнете чувствовать, что руны – это ваш собственный язык с высшими силами. С помощью рун вы ведете диалог, просите, задаете вопросы, влияете на свою судьбу, на судьбу других, тем самым меняя свою жизнь. Не имея базовых знаний, стандартных знаний о рунах, обычных теоретических, вы не сможете их начертить. Не имея базовых знаний в ощущении рунах, вы не будете понимать, к чему и как их применять. Упираясь на авторитет какого-то одного автора, который вам подтасовал интернет по итогу вашего запроса, это будет большой ошибкой с вашей стороны. Руны нужно применять тогда, когда вы сами их ощущаете и они проявлялись уже в вашей жизни. Тогда с уверенностью вы можете понимать, где и в какой момент нужно применять ту или другую руну. Применяя руны практически в вашей жизни, вы должны также для себя уяснить один очень важный момент. У вас есть желание, которое вы хотите, чтобы сбылось. И вы начинаете использовать руны.
Понимайте суть вашего желания и что для этого нужно, чтобы оно сбылось. Существуют такие запросы, когда для осуществления вашего желания нужно затронуть судьбы других людей. Использование рун в данной практике требует хорошего опыта практикующего руны. Без опыта лезть в решение своих собственных проблем посредством изменения судьбы других людей очень дорого вам обойдется. Чтобы более подробно разъяснить, один из популярных запросов – это деньги. Одно дело просить деньги под любым предлогом, но лишь бы они появились в вашей жизни. Другое дело просить деньги, чтобы отобрать их у другого. Второй популярный запрос, связанный с любовной практикой, а именно когда мы хотим к себе подвязать какого-то человека для совместной жизни, либо для каких-то мимолетных увлечений. Так вот, запрос рунам для исполнения желаний можно дать для того, чтобы в вашей жизни появился кто-либо, либо конкретно какого-то определенного человека. В двух этих примерах второй вариант говорит о том, что вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, но для этого нужно повлиять на судьбу другого человека. Не думайте, что, понимая руны и обладая рунами, вы можете влиять, как хотите вертеть судьбами других людей. Такого не будет. Я не исключаю тот факт, что можно влиять на судьбы других людей. Но для этого нужен хороший опыт и понимание определенных моментов, связанных с рунами. Я неоднократно говорил о том, что я не советую создавать хотя бы даже одну руну на чем-либо до тех пор, пока вы не ощутите всю рунную систему. Не создавайте себе кулонов, амулетов, рунных наборов. Не втягивайте руны в наш физический мир до тех пор, пока вы их не будете чувствовать сами, не прочитав объяснение какого-то автора об той или другой руне и доверясь ему, его словам, и создавая руну по итогам его слов, без каких-либо ваших собственных ощущений. Поживите какое-то время без рун. Не создавайте наборов. Без рун. Просто без рун. Отнеситесь ко всей рунной системе, ко всему этому понятию, как к чему-то общему и единому. Цените любой рунный символ в любом ресурсе, который вы где-либо видите, слышите, читаете о нем, смотрите о нем. Но не создавайте своих рун. Они вам сейчас не нужны, как бы вы сильно бы не хотели повлиять на определенные процессы, происходящие в вашей жизни. Пока у вас нет ощущения ко всей рунной системе, нет смысла чертить хотя бы какую-либо одну руну. Наука о рунах ничем не проще любой другой науки, которую вы изучали в школе, в институте, либо на тех работах, где вы работаете. Наука о рунах сложнее любого вашего дела, которым вы заняты в своей повседневной жизни. Так и отнеситесь к ней так, как к делу, которое требует от вас самое большее внимание и уделение времени. Уважайте это знание. Придет момент для тех из вас, кто пройдет путь познания рун, вы будете ощущать все то, что связано с рунами, как единое целое, как живое, и вы будете общаться с ним с помощью рун. Но до этого момента не переоценивайте свои возможности. Отнеситесь с уважением к этому новому для вас знанию, а я постараюсь вам в этом помочь.